Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Для тех, кто еще не успел подписаться, подписывайтесь, здесь много чего интересного найдете. Дорогие мои друзья, заранее прошу за посторонние звуки, сезон, туристы, кричат, орут. Ну что ж, сделать ничего. Жизнь продолжается, надеюсь, вы меня хорошо слышите. Недавно ходила вот на море, для вас конкретно собирала камушки, такие интересные нашла. Интересные такие вот пособирала для вас. Также, мои друзья, напоминаю, что акция на личный расклад за 2000 рублей продолжается до конца июля. Кто не успел еще заказать, заказывайте. Буду очень рада, если кому нужна эта акция, этот личный расклад, кому он нужен. Также для тех, кому нужна психологическая помощь, выход из созависимых отношений, пожалуйста, обращайтесь. Я вас прекрасно понимаю, кто это не прошел, тот не поймет. Это очень сложно оставаться один на один с этой проблемой. Почему? Потому что окружающие люди не могут вас понять. Почему же у вас так крыша едет по нему? Да, бросил, все понятно, хорошо, либо вы ушли сами. Но сам факт, зависимость осталась. И те люди, которые не прошли, либо не сталкивались с этим, вас не поймут, к сожалению. Эти люди не понимают, почему у вас эмоциональные качели, почему у вас эмоциональный срыв. Как можно вообще восстановиться в этой жизни, да? В первую очередь, почему это бьет, это финансы и здоровье. Соответственно, пока вы созависимы от этого партнера, вы не сможете, к сожалению, встретить нормального партнера и построить нормальные здоровые отношения. К сожалению, практика показывает. Предположим, расскажу вам пример, коротко, чтобы вы поняли. Женщина, предположим, встречалась с алкоголиком, жила с алкоголиком, да? Бил, унижал, тому подобное. Хорошо, она от него ушла, все. Встречает она через какой-то период времени мужчину. Начинает там он немножко выпивать, но она думает, что он же не алкоголик же, как вот мой бывший. И, соответственно, спустя год-два мужчина превращается в тирана, в алкоголика. Извините, в этот раз проблема будет не в нем, а в женщине. Почему? Потому что она не проработала предыдущий опыт. Она с этого опыта ничего не вынесла, не поняла для себя, что конкретно какой ей нужен мужчина, что она хочет от этой жизни. Понимаете? А потом еще удивляется, вот спроси, что у нее было в личной жизни. Вот она говорит, была замужем за одним алкоголиком, встретила второго алкоголика. И смотришь, ей уже, не дай бог, да, уже лет под 80. И вся такая несчастная сидит у разбитого корыта. К сожалению, хорошо, первый раз это вам было необходимо для того, чтобы пройти этот урок, да, но нужно делать выводы, считывать мгновенно, да. А тут, к сожалению, женщина попалась на очередные такие отношения. Созависимые. Те люди, которые не состояли в созависимых отношениях, поверьте мне, просто вам посочувствуют, да, и от вас отвернутся. Почему? Потому что они не понимают, какую агонию вы внутри вот чувствуете, какой у вас эмоциональный срыв. Это и суицидальные мысли, и вообще такое ощущение, что как будто вот почва из-под ног ушла. Ну, думайте, если нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, помогу. За моими плечами уже есть люди, которых я вытащила, и, слава богу, на сегодняшний день живут спокойно, встретили своих мужчин, все у них замечательно. И карьера пошла, и все, что надо. Хорошо. Сегодня, дорогие мои девочки, давно мы не смотрели на такую тему, как любовный треугольник. Так, кому интересно, пожалуйста, присаживайтесь. Набирайте попкорна, цирк продолжается, смотрим на вашего товарища. Куда он там тур держит. Представьте своего молодого интересного. Давайте будем искать ваш принц. Любовный треугольник. Кто же этот мужчинка? Здесь игрок. Мужчинка. Кто же этот мужчинка? Бедолага. Бедолага. Где же он? Вы с ним не общаетесь, бедолага. Ёперный бабай, посмотрите. Мужчинка здесь. Здесь вышел альфа-самец. Мамтя мия. Кстати, хитрожопый. Кажется, поскользнула. Так, здесь мужчинка такой, скорее всего, может быть такое не у всех. Может, у этого мужчинки есть дети, может, родился ребенок. Сам по себе, конечно, мужчинка такой. Корона у него здесь, не знаю, 5-метровая, 10-метровая. Мужчинка инфантильный, не любит, когда вот ответственность на него. Все должно быть по легкости. Перчик сунул, все высунул и пошел. Но, извините, здесь мужчинка еще такой. Он активный мужчинка, это не такой, то, что там лег, ну, может, он сам по себе лежит, да, на диване. Но в личной жизни здесь он и туда, и туда, и туда, и молодец вообще. Ну, он сам по себе, конечно, здесь карта дурака, придурок сам пришел, говорю, как есть. Мужчина несерьезный. Он, конечно, может быть таким красавцем, да, харизматичным, ничего не могу сказать. Но, еще добавлю, он себя преподносит как вот зрелого мужчину, да, конкретно. Кстати, он может быть огненного знака зодиака, но не буду привязываться к этому. Но сам по себе ведет, вот знаете как, недомужик. Говорю, как есть. Так, какой-то еще мужчинка, интересно. Так.
Ага. Так, скажу однозначно, в его окружении, здесь, скорее всего, мамсик, выбирает женщин, похожую на мамочку, да. Я так понимаю, этого мужчинку однозначно женщина здесь его отшивает, он ищет похожую на маму. Здесь у него есть женщина конкретно я, которая его отшила. Она отшила и на сегодняшний день уже пребывает в таком статусе, да, что вот все, не трогай меня и иди к черту. Такое тоже есть. Вообще мужчинка сам по себе, вот знаете, как больше требует от женщин. Вот женщина должна его удовлетворять. Соответственно, когда женщина высказывает свое фе, здесь тоже пацан такой. Не скажу, что здесь мужчина такой ответственный. Поначалу этот цирк может он как-то вложиться, но потом требует от женщины. Кстати, на сегодняшний день у него присутствует, правда, две женщины. Это может быть мама и бывшая супруга. Вообще, я скажу, конечно, на женщин он обижен. Такое тоже есть. Какой-то еще мужчинка на сегодняшний день. Какой-то мужчинка. Так, мужчинка здесь в поисках конкретно денег. Что-то у него дела не очень на сегодня. Но на сегодняшний день, может быть, к нему поступило какое-то предложение, да. Кстати, мужчинка может быть на сегодняшний день женатый, такое тоже есть. Если даже не женат, то его есть окружение, женщина, с которой он может проживать на сегодняшний день, может быть, с родителями проживает. Но вообще такой мужчинка, конечно, здесь практичный. Здесь он ищет, да, чтобы все-таки для него было лучше, комфортабельнее. Так, какой-то еще все-таки, дайте докопаюсь. Кто это вообще? Какой-то еще мужчинка. Так, на сегодняшний день у него конкретно две женщины, да, мужчинка стоит перед выбором. Конкретно на сегодняшний день он общается с какой-то женщиной. Но он так, знаете как, ее кормит обещаниями. Такое тоже есть. Кстати, у этой женщины могут быть дети. Такое тоже есть. Мужчина сам по себе двойственный. Я же вам до этого говорила, здесь такой вот альфа-самец. Кто-то вообще еще на сегодняшний день. Ох. Скажу так. Куда пацан шел, да, все, пацана, что вы там хотели, карму хотели, что хотели, сам пришел его дьявол. Его искушения привели к тому, то, что сам бедолага себя на сегодняшний день он мог попасть в такую историю, ой-ой-ой-ой. А почему? Потому что здесь, я так понимаю, пацан рисковый, куда-то он попал, кстати. Он мог на сегодняшний день мог попасть, может, в аварию попал. Может быть, к той женщине, которая там корону ему так снесла. Но на сегодняшний день, если вы с ним не общаетесь, на сегодняшний день, говорю, как есть, у него очень плохо. Здоровье. Помимо этого, может, он мог отравиться. Вот какая-то ситуация. Сейчас, кстати, он может, для кого-то, может быть, он в тюрьму попал. Что-то такое серьезное на сегодняшний день. Может, он в больнице валяется. Ну, вот конкретно тот выбор, который он когда-то сделал, послужил тому, то, что пацан на сегодняшний день что-то попал не туда, куда хотел. Так, ну-ка давайте, подождите. А почему так все плохо у тебя на сегодняшний день? Почему? А он все это ему, знаете, что я скажу? Пацан это заслужил. Вот то, что хотел, то и заслужил. Кстати, он конкретно с кем-то, может быть, такое могу сказать, может быть, вы супругой были, да, развелся с вами, ну, встретил любовь свою, понимаете? Ну, вы же должны же понимать. Ну, встретил он свою любовь. Ну, вы же теперь никто, вы же кто, отработанный материал. Пацан встретил, ну, счастье свое встретил. Он думал, все, ну, вы же не нужны, ни дети, ни вы. Он свою встретил там. И понимаете, а там его, хопа, пацана зажали вашего. За что? За то, что он конфликтовал, соперничал, ревновал, там, знаете как, ну, вот вообще сумасшедший, помимо этого, за его одиночество. Он еще же хитрожопый здесь, говорю как есть, не выбираю выражения, все, что вижу, говорю. Помимо этого, за все его обман, его, кстати, могли подставить, вашего принца. Видите, как все по справедливости. Может быть, извините, может, вы были любовницей, да? Вас поимел, выкинул из своей жизни, и там у него вернулся домой, а там ему хопа! И все, пацану перекрыли кислород. Так что на сегодняшний день, что пацан, кстати, у него еще могу сказать, что если здесь все равно, вот бумажная еще какая-то есть волокита, вот это тоже есть такое, пацан попал с бумагами, тоже такое есть, какое-то вот именно госучреждение, такое тоже есть. Но если пацан вообще не был женат, да, то на сегодняшний день, может, на работе и могли его подставить, но, говорю как есть, все заслужено, окей? Все, давайте поехали, так, у нас пацан, вот он наш, так... Сейчас, ладно, все-таки что-то мало досмотрела. Давайте вот так вот сделаю. У нас же кто? Вот он, принц у нас. Вот она характеристика вашего. А здесь еще тот. Здесь такого не жалко. Честно буду говорить, то, что такого мальчика не жалко. Что хотел, то и получил. Или все-таки нет, давайте я это соберу лучше. Сделаем так. Все, вы будете здесь, она здесь будет. С кем он там сейчас. Так, что на сегодня день с вами происходит? Что у него с вами на сегодняшний день? Что у него с той, с кем он сейчас? Что у него с той, с кем он сейчас? Так, на сегодняшний день с вами
Так, я так понимаю, здесь смотрит женщина там. Говорю так, если вы любовница, то денежная любовница. Если вы супруга, то у вас на сегодняшний день все должно быть все прекрасно. Смотрите, этот мужчина на сегодняшний день в вашу сторону повернут. Вот видите, как он к вам расположен. Он хочет, чтобы вы, не он, он-то уже все принял за вас. Он бы не прочь, чтобы вы пацана здесь вернули. Говорю так, если вы денежная женщина, любовница, да, конкретно, то пацан хочет, чтобы вы пацана позвали. Буду говорить так. На сегодняшний день либо у вас какое-то, может быть, дело, да, может быть, вы вместе работаете, но вы, предположим, там, владеете фирмой, а он ваш, там, не знаю, там, помощник, либо менеджер, либо там вообще какой-нибудь учредитель, да. Но сам факт, вы здесь статусная, понимаете, как пацан у нас, мы поняли, уже любит деньги, власть, тому подобное. Для вас, для конкретно на сегодняшний день к вам расположен как серьезно, он видит то, что у вас вроде все в порядке, женщина здесь сидит спокойно, денежку собирает, да. Помимо этого, есть на сегодняшний день чувства, но здесь женщина выходит с любовным треугольником. Если ваш супруг, говорю так, зовите пацана, в этот раз пацан выберет вас. Если вы любовница, тоже зовите, но держите карман шире, хорошо? Так, как он на сегодняшний день к этой женщине расположен, с кем он сейчас? Кстати, с этой женщиной есть какие-то беспокойства на сегодняшний день, не дают ему покоя. И, кстати, он думает, что эта женщина может манипулировать его эмоционально, понимаете как? Она вот, там, я так поняла, женщина тоже молодец, которая с ним рядом. Головную боль ему приносит там. Но скажу так, там тоже женщина не промах, ваш этот тоже манипулятор, встретились два манипулятора, так что все в порядке. Кстати, эмоциональные могут быть выяснения отношений. Женщина там тоже, не скажу, что она прям счастливо порхает, нет. Кстати, он может бухать в этих отношениях. Вот так вот. Почему? Потому что есть какие-то переживания, страхи есть. Помимо этого, так, если вы думаете, что есть на нем магия, возможно, только через подливку. Есть такое. Ну, как он к ней на сегодня расположен? Для него она головная боль, понимаете? Бухать может там, пацан. Так, как еще на сегодня на вас настроен этот принц? Ой, ёперный бабай. Ага. Так, как на эту мадам, с кем он сейчас настроен? Как? Ох, ох. Ух. Кстати, дорогие мои друзья, здесь так, я так понимаю, здесь он разошелся и здесь разошелся. Наш принц что, одинокий, что ли? Не поняла. На сегодняшний день, кстати, приветствую тех, кто с ним развелся, разводится. Так, на сегодняшний день он к вам, я вам скажу так, расположен. Здесь в первую очередь он думает о себе, вину свою не признает. Кстати, может быть, у вас есть дети, такое тоже не исключаю. Понимаете как? Пацан на вас здесь за вашей спиной может вас осуждать. Почему? Потому что здесь пацану нужно выйти чистеньким из воды. Понимаете, что эгоистичная тварь, конечно, к нам пришел. Здесь говорю как есть. Как на сегодняшний этот мадам, по поводу этой женщины, он от нее закрылся. Здесь у него тоже молодец, корону на себя надел. Так, с женщиной у них, походу, там отношения прекратились. Отстранение какое-то. Какой-то он интерес к ней потерял. Он здесь там тоже, я так понимаю, устраивает ей качельки. Ох, какой, а! Ну-ка, давайте посмотрим, что он о вас на сегодняшний день думает. Что он думает о вас? Так, что он об этой крале думает, с кем он сейчас? Что ты о ней думаешь? Ох, Господи Иисусе. Так, на сегодняшний день к вам что? А он о вас, кстати, правда думает. Так вот, хорошо думает. Мысли, кстати, если есть дети общие, о детях думает. Помимо этого, конечно, если вы с этим пацаном в каких-то судебных делах, как алименты и тому подобное, так, говорю сразу, будешь жадничать. Здесь же по отношению к вам тварюга. Если вы же та любовница, повторяюсь, если есть денежки, то на вас здесь хорошие планы. Понимаете? Не, на вас он, в принципе, здесь... Что о вас думает? То, что еще могу что добавить. Он о вас хорошо думает. И еще думает, то, что вы ушли в работу, как-то в себя начали вкладываться. Помимо этого, конечно, может быть, еще он бы не хотел, конечно, вас отпускать. Вот мое и все. Так, что он по поводу этой женщины думает? Ну, как сказать? Периодически она его злит. То хорошо, то плохо. Кстати, он ее тоже матом покрывает. У него, знаете, как вот мысли такие вот, то не очень такие спокойные, то ее, вот, знаете, прям вот охота ее в грязь куда-то ее отправить. И все это как-то вот нестабильные мысли какие-то. Вот болото вот с этой женщиной, вот с кем на сегодняшний день с этой женщиной там болото. Так, что он конкретно еще о вас на сегодняшний день думает? О, правда думает. Ох. Кстати, он конкретно, он знает то, что он вам сердце разбил. Все-таки ему было с вами хорошо, да? Но он, походу, я так поняла, если вы являетесь любовницей, он выбрал свою супругу, это его супруга. Если вы супруга, да, то он знает, что за ним есть косяк. Здесь, может быть, произошла измена. И мог он выбрать деньги. Тоже такое есть. Так, что с этой мадам? Что еще он по поводу этой мадам думает? Ой... Ой, ёперный бабай, разошлись мы с тобой. Разочаровался он в этой мадам. Кстати, скажу, если он пошел за денежками, которые ему обещали, ничего он не получил, кроме разочарования конкретного. Здесь, кстати, вот здесь приложили третьи лица.
помогали пацану, да, ничего, что-то не вышло. Что он о ней думает, да? Ну, она тоже, конечно, потеря, конечно, он в ней разочаровался. Ну, подождите, что ты в ней разочаровался? Что ж ты в ней разочаровался? Вот конкретно. Говорю так, с одних отношений он, походу, наверное, от вас убежал, либо вы помогли этому пацану сюда уйти. Так, пацан здесь думал, здесь пацана-то поманили конкретно предложением, не знаю, супруга, любовница, кто там его, какая-то мадам его поманила. Сказала, иди ко мне, дурак, в меня вкладывайся. Ты что, я тебе такое предлагаю предложение? Пацан побежал. Понимаете, что? Не получил он. Ну, обещали же. Вот сволочь. Ох, какая баба, а. Вот, блин. Обманула пацана, блин. Вот теперь посмотрите, пацан, что, блин. Столько вкладывался, что, бесполезно, что ли? Не туда. Вот пацана жалко, блин. Не оправдалась. Ох, какая стерва попалась, а. Посмотрите, вашего циркача что-то недооценила. Вот вообще, блин. Ладно, какие чувства у него к вам на сегодня? У вашего этого бывшего, наверное, чувства к вам. Ох, злится. Посмотрите. А что ж ему без вас тяжело? Чувства такие, тяжесть есть. Ой, бедолага. Понимаете, что самое интересное, еще злится на вас. Чего ж ты злишься? Ну-ка скажи. Чего злишься? Чего злишься? Господи, поздравляю. Вы что здесь? Корону нацепили, а? Пацану здесь шансов не даете. Помимо этого у вас другие мужчинки есть, кого вы рассматриваете. Не просили пацана, независимо не буду. Любовница, кто вы там, жена, подруга. Сам факт, то, что выбор не сделали, понимаете, в его адрес. Ох, злится. Понимаете, что вы в этих отношениях выросли. То к этой мадам у тебя какие чувства? К этой своей чувства какие? Бедолага. Угу. Она его послала тоже. Сначала вроде как заманила, типа любовь и тому подобное. Кстати, он, будучи с этой в отношениях, почему-то, либо есть еще какая-то мадам, либо это вы, та бывшая, которая его отшила. Скажу так, с кем он на сегодняшний день, там мадам тоже не сюсюкается. Она то хорошенькая, то стерва, хорошенькая стерва. Вроде хорошо стелит, а потом, кстати, женщина может быть истеричной. Помимо этого, чувства у нее такие, знаете, как... вот ему не нравится в ней, что у него язык острый, острием каких-то. Она, кстати, может ему конкретно высказывать правду матку в лицо, оскорблять, кстати, может. Вот так вот. Ну, скажи, какие у тебя к этой женщине чувства, с кем ты сейчас? А он сам не знает. Он не знает. Вот смотрите, кстати, у него может быть там еще, он погуливать может, еще есть, он не уверен. Какие здесь чувства, какие ему бабы нужны, понимаете? Кстати, здесь вы тоже есть. Вот я по поводу нее спрашиваю, смотрите, здесь целый арсенал выходит. Ему не нравится, кстати, он на нее тоже зол, холодный к ней. Вы не думайте, то, что он пацан. Он сначала, я вам скажу так, полюбил эту женщину за финансы. Думал, то, что ничего себе, любовь вспыхнула. А к чему это привело? Бедный пацан. Может, пожалейте его. Срочно к нему позвоните, пожалейте пацана. Посмотрите, пацан, бедолага, не на ту поставил. Да, окей. Ну, императрица здесь выросла. Что хочешь сказать своей императрице вот на сегодня? Что ей хочешь сказать? Что хочешь сказать императрице? Ё-моё, проснулся. Что он хочет вам сказать? Что все-таки, когда-то он вас размазал, раскатал. Помимо этого, конечно, на сегодняшний день вот он вас раскатал, а вы же выросли, и все, пацан на вас подсел, понимаете? Он хочет восстановить, конечно, с вами отношения, тянет пацана, конечно, теперь вы его дьявол, а еще то, что вы поднимаетесь, о, зависим он теперь от вас. А что с этой мадам у тебя на сегодня еще? Че? Ну так обещал. Они могут, кстати, вместе проживать, может быть, это она его даже семья. Типа там. Но их конкретно, они могут, кстати, и работать, сотрудники, может, на работе их какое-то дело держит, какие-то финансы. Но, смотрите, если они вместе проживают, то для окружающих они показывают, что у них, типа, все хорошо. Имейте в виду. Если они работают, да, ну, между ними есть какое-то сотрудничество однозначно здесь. Что у тебя там с твоей происходит? Ха-ха-ха-ха-ха. Там что, с пацаном что-то не то сделали? Там, знаете что, за его пьянки, гулянки, молодец, там женщина. Бедный пацан, попал ваш бывший, бедолага, трансформацию болезненную проходит, бедолага. Да. Ладно, что ты свой бывший еще императрице скажешь? О, господи, мадам, красотка ты моя императрица, ты что закрылась? Кстати, он чует, что вы теперь для него шанс. Понимаете, вы для него отличная перспектива. Если вы были с семьей, пожалуйста, будьте добры, заберите у этой стервы, которая забрала вашего пацана, домой возвращайте его. Если пацан вернулся в семью, ну, любовница, ну, выходите с ним на связь, вы что, пацана потеряете? Он, бедолаги, посмотрите, ошибся с выбором. Ну, что делать? Да. А если вы супруга, пожалуйста, возвращайте домой. Вы для него шанс, понимаете? Вот видите, вы кем выросли? Слава тебе, Господи, женщина поняла, кто она есть, да? Сразу посмотрите. Он с вами еще на связи, если выходит, посмотрите. Но все равно за вами следит, собирает информацию, такое тоже есть. Что еще хочешь сказать своей императрице? Ёперный бабай, ёперный бабай. Мама мия, теперь вы для него путеводная звезда, ёперная, чуть ли не счастье, эго тешите. Планы какие-то строить на вас. Мам тебя мия.
Да. А что с тобой произошло? Жизнь тебя побила, что ли? Что ты осознал? Что вообще с тобой происходит в жизни на сегодняшний день? Что с тобой произошло? Что произошло с тобой? Так, я поняла. То, что у пацана иллюзии. Погнался за своими иллюзиями. За легкими отношениями, пьянки, гулянки и тому подобное, да? И что? Попросили. А, все, здесь все, столкнулся с реальностью. Вот что. Он с реальностью столкнулся. Он все понял, то, что, ну, это не так красиво, как ему казалось. Его иллюзии не оправдались, понимаете, что недоволен он тем, что он на сегодняшний день имеет. Все, произошел Верховный суд. Все полезло наружу. Понимаете, все девчонки, которые, вот это мадам, девчонки, гулянки, все. Все теперь, что он остался одиночка, что ли? Произошло на сегодняшний день. Я же вам говорила, то, что он сегодня, на сегодняшний день в очень плохой жизненной ситуации. Куда-то он попал. Вот вначале же смотрела же. Что-то с ним не то сегодня. Но он сегодня получил, не надо там его говорить как. По шапке получил он сегодня вот высших сил, за что боролся, на то и напоролся. Вот видите, та стерва оказалась, бедолага, попал. Но он же, ну вот вы тоже понимаете, девочки, да? Ну пацан же искал свое счастье. Ну ладно, господи, там 25 лет, ну 10 лет вкладывалось в него. Ну пацан встретил свою любовь. Ну что теперь сделаешь, да? А та дура его обманула. А вот теперь ты же родненькая, еще без меня вроде жить начала нормально. Поднимаешься. Вот видите как. И еще что-то. Что-то все встало на свои места для него, пацан в шоке. Ваш циркач доскакался, понимаете как? Цирк уехал, а клоун остался, бедолага. Ой, ну что сказать. Ну вы однозначно здесь победительница, а он кто? Он просто лоханулся. Ну, бедолагу жалко. Что с ним сегодня? Бедолага, ну как его назвать вот на сегодняшний день? Лох, неудачник, кто он еще? Мудак. Ну, вот посмотрите, вот, ну... Вас раскатал, пошел любовь нашел себе, там его раскатали. А теперь он сидит, вон, посмотрите, неудачник, недоволен своей жизнью, ничего. Оказывается, что он все искал вот в поисках, да, вот этого всего там, не знаю, там, манящего его, вот этого пьянки, гулянки, вот везде его хотят. А тут сегодня что-то никому не нужно, и все, куда-то попал он там. Говорю, как есть, пацана вашего обманули. Ай, жалко. Может, слезинку пустим? Кстати, он кому-то может и звонить, жаловаться, что вот та его женщина обманула, бедолага. Ну как не пожалеешь, а? Ладно, давайте вам совет по поводу этого мужчины. Какой вам совет? А знаете как? Кстати, этот мужчинка может на горизонте появиться, ваш бывший, имейте в виду. Вам совет таков. Не надо ему доверять его болтовне. Понимаете что? Вообще, вам совет таков. Прежде чем вот мужчинку, не надо искать таких победителей, у которых с кукухой не все в порядке, вот как этот товарищ, да? Вам нужно в себе разобраться, вам нужно побороть в себе зависимость. Вот конкретно для вас совет. Луна же это еще показывает, то, что у вас созависимость, да? Ясности нету, да? Вот вы должны эту вот созависимость в себе победить. Понимаете? Для того, чтобы у вас в жизни было все хорошо. Прорыв вам нужен в жизни. Что вам нужно еще касательно этого мужчины? Вам нужно на нем вообще точку ставить. Пошел ты, все, не надо. Братец, разрушил, но вам нужно до конца рушить. Не надо с ним, вообще не выходите с ним на связь. Понимаете? Предал один раз, предаст дважды. Что еще вам нужно сделать касательно этого мужчинки? Даже не вздумайте, слышите, если вы любовница, имейте в виду, смотрите, попадете, с ним опять сойдетесь, имейте в виду, опять будете потом жаловаться, имейте в виду. Если вы супруга, да, опять с ним сойдетесь, у него будет шалава на стороне, говорю как есть. И еще не надо входить, жертвовать собой ради каких-то мужиков. Вы здесь вышли императрица, сама достаточно красивая, уже которая встает, либо встала уже на тот путь, который уже может самостоятельно принимать решения. И ни в ком она не нуждается. Не надо себя унижать из-за каких-то мудаков, жертвовать неизвестно чем, понимаете? Вы должны быть на сегодняшний день очень мудрыми женщинами, не надо жертвовать, не надо. Надо о себе думать, эгоистичной быть. Эгоисток очень любят, понимаете? Вот когда ты думаешь о себе, тебя любят, уважают. Попробуйте вот такого козла полюбите. А здесь он козел и мудак. Он сразу с вами что? С красавицей, императрицей. Что он с ней сделал? Сейчас я напомню. Вот так вот. Понимаете? А на сегодняшний день вот так вы ему показали. Это ты, чмошник. Вот тебе на, а я здесь. Так что, пожалуйста, не надо. Понимаете, себя уважайте. Вот посмотрите, какая красотка у меня здесь сидит. Или вот этот неудачник. Вот, это вот он пусть... У него сейчас попка как раз на сегодняшний день. Вот и пусть тусуется там. Вы никому не надо здесь помогать, вытаскивать, не надо, вы должны для себя понять, что вы женщина самодостаточная. Соответственно, для вас должен быть конкретный такой партнер, самодостаточный, для того, чтобы отношения строились нормально, благополучно. Этого мужчину, пусть он будет вашим любовником, пусть он будет вашим бывшим мужем, настоящим, с кем вы разводитесь, да, вот эту грязь в мусорку, понимаете? Для вас это просто урок, опыт. Вот этот мудак, для вас это просто опыт, понимаете? Но, скажу так, если бы не он, извините, вы бы не стали бы императрицей. Так что здесь уже тоже, как говорится, мальчику нужно сказать спасибо.
Понимаете? Вот смотрите, на сегодняшний день вы стали императрицей. Вот эта мадам, которая с ним бедолага, да, попал туда. Здесь он не нужен. Не нужен ни ей вообще. Там она ему утерла нос, как говорится. Видите как? Вы были хорошие, недооценил, пошел туда. Сейчас ему там устраивают качельки эмоциональные, все, что хочешь. Здесь грязь происходит. Но со стороны все отлично. А вот здесь, понимаете, как вы выперли. У вас что, жизнь наладилась, все окей. Помимо этого, сейчас вы теперь маните его. Вот так он теперь от вас зависим, понимаете? Он от вас зависим, поймите. Что вы сейчас, вы королева, он кто? Он шут гороховый. Понимаете? Говорю как есть. Он был придурком и остался ваш придурок. Жду вас на личный расклад. Добавлю еще что. 25 числа, в этот понедельник, уже послезавтра, дай бог, у меня наступит мой день рождения. Кто хочет меня поздравить, отблагодарить, я оставлю свою ссылку на свой донат. Как-то вот выразить, да, и тем самым помочь мне в развитии канала. Также буду читать ваши комментарии. Благодарю вас за обратную связь. И не забываем то, что акция длится у нас до конца июля. Личный расклад у меня стоит всего 2000. Так что я вам скажу, как всегда, до скорой встречи. Подумайте, что вам этот мудак, он не нужен.